Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Вы замечали, как отличаются польские улицы от наших привычных реалий? Здесь почти нигде не увидишь высоких глухих заборов, а вместо массивных бетонных стен легкие решетки, кустарники и живые изгороди. Так почему же в Польше так не любят высокие заборы? Давайте разберемся. Ну, во-первых, это исторически сложившийся подход. В польской культуре принято не прятаться за заборами, а быть открытыми к соседям. Это не только вопрос менталитета, но и уважения к общему виду улицы. Во-вторых, муниципалитеты сами ограничивают высоту и тип ограждений. В некоторых гминах, то есть районах, запрещены сплошные стены. Рекомендуются открытые конструкции или зеленые изгороди. Живая изгородь – это же не только красиво, но и экологично. Она защищает участок от пыли, шума и при этом выглядит аккуратно и ухоженно. Ну, а главное, людям здесь комфортно. Низкий уровень преступности в Польше, доверие к соседям и чувство безопасности делают высокие заборы просто ненужными. Вот такая она. Польская эстетика уюта и доверия. Красиво, практично и по-европейски. Друзья, а сейчас хочу с вами поделиться своими наблюдениями. Вы, наверное, тоже заметили, что очень часто в европейских странах, а в частности в Польше, люди не строят высоких заборов. И как вы видите, и справа, и слева это живые изгороди. В основном это используются туи, и смарагд, и брабант. Видите, их стригут верхушки вот, и они становятся все шире, шире, и в итоге становятся стеной. Здесь это такие посадки относительно молодые. И тоже вот какой садик у людей, видите? Много хвойных растений, много бересклетов, можжевельник какой он стелящийся, красивые розы на что. Испугала меня собака, да. А вот видите, уже эта изгородь, она уже старая, стриженная, уже деревья большие, туя большая здесь, и оно сплошным забором, не просвечивается ничего совершенно. И на это есть свои причины, потому что в некоторых районах не разрешено ставить, во-первых, ограничения по высоте заборов, а во-вторых, в некоторых районах нельзя ставить сплошные заборы, то есть из камня. А вот живая изгородь уже из... Так, я забыла, как называется. Ранней весной цветет желтыми цветами. Ну, бывает. Я напишу. Тоже, видите, используют как живую изгородь. Ну, вот кто-то тут поизощрялся с забором из камыша. А вот кто-то не из камыша. Да. И очень приветствуются вот заборы, чтобы они были такими ажурными, прозрачными, и чтобы использовалась именно живая изгородь из растений. Елка какая красивая, очень красивая, голубая, да? На Новый год. Это мы идем по простой, по обычной, вернее, улице небольшого городка. Вот такие вот тут постройки есть. Видите, как интересно. Дом к дому примыкает. Это все разные хозяева по 2 этажа, по 2,5 даже у них. Такой американский стиль, по-моему, да? Я забыл, как она называется. Ну, да. А вот сосна какая красивая. Это, по-моему, веймутова сосна. Видите, какие у нее иглы красивые, длинные. А вот какая тоже красивая. Вроде и обычная, а так хорошо выглядит, да? А во дворе у людей все в бересклете стелющемся, смотри, стелющийся и кустарником. Тоже красиво, газон красивый. И тоже там внутри забор, опять же, живая изгородь между соседями. А вот посмотрите, это клематис монтана цветет. Он самый ранний, по-моему, да? Тоже завил, все вместе с виноградом переплелся.
Мгм. А вот сейчас будем проходить. Люди возле дома сделали прям двойную живую изгородь. Или даже тройную. Смотрите. Плющ. Сзади забор и стуй стриженный. А на переднем плане барбарисы. То есть 3 живых изгородей. А сам забор, видите, он прозрачный. Красивый, металлический. Да. Красивый металлический забор. И во дворе очень красиво, из самшита тоже зеленый. Смотрите, видите, как красиво оформили внутри. Какие дорожки красивые сделали. Проходите. А вот посмотрите, какой огромный, высоченный забор. Посмотрите, живая изгородь из туи. Я не знаю, какая высота. 4 метра. 4 метра приблизительно высота вот этого вот забора. Очень старые, видите, какие стволы. То есть высадили их очень давно. И вот так их стригут. Прям правильная форма такая. Вот тоже газончик и хосты. Ничего лишнего. Под домом сделали. Тоже засыпали гравием. Рододендрончики. И вот такой вот прозрачный забор. Между соседями в Европе нет секретов. Не принято прятаться. Вот. Да? Да. А вот видите, такой старенький домик. Собачка такая смешная. Мы пройдем там? Я думаю, да. А вот тоже какой симпатичный дворик. Злая И озеро там. Злая собака. Ой. Вот тоже, смотрите, какой заборчик. И внутри тоже у них зеленая изгородь из туй. И много хвойных растений высажено. И газончик. И бересклетики еще желтые. Акцент такой сделали. Ну. Вот такой вот забор из туй. Это разрешено. И, кстати, я не знаю, определяется ли законом высота Деревьев? забора, По-моему, да, нет. в живой изгороди. Нет, только главное вот этот вот забор. Да? Ага. Ну, мы направо сейчас пойдем. Итак. Отмазка ж есть. Оно само выросло. Да, я не успеваю встреч. Я Оно его не растет и садил, растет, да. Вот тоже пример такого забора. Видите, прозрачный забор. И высажены туи. Вот такие они уже густые, красивые. И вот будет из них тоже такой зеленый, живая изгородь, зеленый забор. А вот какой красивый дворик. Вроде бы как ничего особенного, но посмотрите, какой красивый. Какие туи стриженные красивые. И бересклет прямо вплелся в этот забор, в эти туи. Ой, и рододендроны, и азалии. Какие люди молодцы. И тоже все на виду, видите? Забор полностью открыт. А вот следующий забор. Он деревянный, но тоже он просвечивается. Видите, он не сплошной. И тоже хвойные высажены за ним. И тоже создают живую изгородь такую. Тоже очень интересно. Они, конечно, все разные, хвойные, даже вот сосны. Но, тем не менее, так вот тоже люди делают. Видите, ну тоже не сплошной забор и не высокий забор. Вон верхушки все поподстригали, чтобы они вверх сильно. Да, они теперь будут в ширину разрастаться. И вот с той стороны тоже забор из хвойных и нехвойных, и лиственных. И видите, они все разные, но красиво и интересно. Это даже интереснее, когда они все разные. И вот так вот здорово
сам двор сделали, газон и такие вот красивые там внутри цветочки. А вот смотрите, зеленая изгородь из ели. Посмотрите тоже, как здорово выглядит. Молодые побеги ярко-ярко-зеленого цвета. И тоже вот она подстрижена. Ну здорово же. Понравился такой формат? Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые сюжеты о жизни в Польше, об уютных уголках, необычных деталях, о ландшафтных парках, ботанических садах. Мы ждем вас в новых своих выпусках. На сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!